Всем привет! Сегодня я расскажу о Южной Америке. И по традиции начнем с крайних точек. Мыс Гальинос. Мыс в Южной Америке – самая северная точка континента. Расположен на территории Колумбии в департаменте Гуахира на одноименном полуострове на берегу Карибского моря. Мыс Гальинос примечателен тем, что неподалеку от него расположены древние поселения коренных жителей, индейцев племени Байю. Несмотря на все современные достижения, они продолжают жить, как и их предки, соблюдая древние традиции и обряды. В самой северной точке мыса Южной Америки высится маяк высотой 18 метров, действующий с 1989 года. Эта точка на севере весьма условна, поскольку береговая линия отличается плавными очертаниями. Фроуард – мыс на берегу Магелланового пролива, на полуострове Брансуик, примерно в 100 км к югу от Пунта-Ареноса, самая южная континентальная точка Южной Америки. Расположен на территории Республики Чили. В переводе с английского «форвард» означает «неблагоприятный». Такое название он получил в январе 1587 года от английского пирата Кевендиша из-за сложных условий прохождения мимо него. На мысе стоит большой металлический крест. Построен крест в честь визита Папы Римского Иоанна Павла II в Чили в 1987 года. Планы установки креста на мысе существовали еще с 1913 года. На противоположном от мыса берегу пролива расположен маяк. Ближайшее постоянное поселение находится в 40 километрах к северу от мыса. Самой западной точкой Южной Америки является мыс Париньяс. Европейской цивилизации мыс впервые был открыт ориентировочно в 1527 году. Находится этот мыс в северо-западной части Перу, в районе Лабре, провинция Тулара, регион Пиора. Ближайшим населенным пунктом является селение Негритас, находящийся в 5 километрах к северо-западу от мыса. Омывается Тихим океаном. Сам мыс образован низменным выступом у берега, который покрыт рыхлыми отложениями. Расположен действующий маяк. Это достаточно уединенное место. До ближайшего населенного пункта расстояние более 5 километров. Но именно благодаря этому здесь можно наблюдать в естественной среде обитание за тюленями, которые облюбовали соседнюю бухту. Кабу-Бранку – Белый мыс. Мыс в Бразилии, в 8 километрах к северо-востоку от города Жуан-Песоа. Был открыт испанским мореплавателем Диего Лепе в 1500 году и назван в честь святого Августина. На утесах мыса расположен маяк, на котором есть знак самой восточной точки материка. Однако точно установлено, что крайней точкой является находившийся рядом мыс Сейшас, мыс на северо-восточной побережье Бразилии. На соседнем мысе Кабу-Бранку установлен маяк, на котором есть знак самой восточной точки, но этот мыс находится в километре северо-западнее. Мыс представляет скалу высотой до 100 метров, окруженную песчаными пляжами. Климат тропический с обильными осадками. Перейдем к вершине. Аконкагуа – высочайшая вершина в Андах. Расположен на территории аргентинской провинции Мендоса, 15 километров от границы с Чили. Ее высота составляет 6960 метров над уровнем моря. Во всем мире только в Азии есть горы более высокие, чем Аконкагуа. Все они относятся к Гималайскому хребту. Аконкагуа входит в список 7 вершин. Ее неофициальное название – Колос Америки. Первое восхождение на вершину было совершено 14 января 1897 года Маттиасом Цурбригеном, который взошел на вершину в одиночку. Месяц спустя Аконкагуа была покорена двумя другими членами экспедиции, в которую уходил Цурбриген. Снежная гора – так называют гору индейцы Аймара, проживающие на территории Мендосы. Вершина расположена в центральной части Анд, хребте Главная Кордильера, полностью на территории Аргентины, в провинции Мендоса, в 15 километров на восток от границы с Чили. Находится на территории национального парка Аконкагуа. Ближайшим населенным пунктом к вершине на территории Аргентины является небольшое селение, расположенное близ природной достопримечательности мост Инков, 20 километров на юг от вершины на Панамериканском шоссе. Мост естественного происхождения через реку Мендосу, шириной 28 метров, длиной 48 метров и толщиной 8 метров. Возвышается аркой высотой в 27 метров над речным зеркалом. Находится в 195 километрах к западу от аргентинского города Мендоса, на высоте 2719 метров над уровнем моря. В альпинизме Аконкагуа считается технически легкой горой. Если осуществлять восхождение по северному склону, атмосферное давление на вершине примерно около 40% от давления на уровне моря. Однако, использование кислородных баллонов при восхождении не требуется. Минимальное время прохождения маршрута 5 часов 45 минут, зафиксировано в 1991 году. Самое быстрое полное восхождение 11 часов 52 минуты установил 19 февраля 2015 года эквадорский спортсмен Карл Эглов. В настоящее время перед восхождением на гору альпинисты должны купить пропуск у местных властей провинциального парка Аконкагуа в Мендосе. Цены изменяются в зависимости от сезона. Попасть к подножию этой горы можно только с аргентинской территории. К слову, самой низкой точкой является Саланчак Салинас Чикас, 42 метра ниже уровня моря.
находящийся в Аргентине. Второй вершиной идет Охос-дель-Саладо, высочайший вулкан на Земле, и вторая по высоте вершина Южной Америки после горы Аконкагуа. Расположен на границе между Аргентиной и Чили. Высшая точка Чили. Высота составляет 6893 метра. К западу от вулкана и до побережья Тихого океана простирается пустыня Атакама. На восточном склоне в кратере вулкана расположено самое высокое в мире озеро на высоте 6390 метров. С испанского языка название переводится как «истоки соленой реки», то есть реки Рио-Саладо, начинающейся на горе. Вулкан считается потухшим, так как на протяжении всей истории наблюдения за ним не было зарегистрировано ни одного извержения. Однако, изредка пассивная вулканическая деятельность все же замечается. Так, в 1937 году в 56 и 93 имели место незначительные выбросы серы и водяного пара. Данный вулкан был покорен в 1937 году польскими альпинистами Юстином Войжнисом и Яном Щепальским. На пути к вершине исследователями было обнаружены следы жертвенных алтарей инков. По всей видимости, вулкан Охос-дель-Саладо почитался индейцами как священная гора. 21 апреля 2007 года чилийский спортсмен Гонсало Бравос сумел на модифицированной Судзуки Самурай подняться по склону Охос-дель-Саладо на высоту 6688 метров, поставив таким образом мировой рекорд подъема для автомобилей. Тупунгато – активный вулкан высотой 6800 метров, расположен в центральной части Анд, главной кордильеры, на территории Аргентины. Гора возникла при столкновении тектонических плит Назка и Южноамериканской на границе Чили и Аргентины к востоку от Сантьяго. Острова. Огненная земля. Остров между Атлантическим и Тихим океанами у южной оконечности Южной Америки, от которой его отделяет Магелланов пролив, крупнейший остров одноименного архипелага. Свое название архипелаг получил от знаменитого мореплавателя Фернана Магеллана. В 1520 году экипаж флагмана Тринидад увидел удивительный остров, усеянный огнями. Командующий экспедицией Магеллан связал это явление с вулканами и принял огни за их жерла. Так и появилось название «Огненная земля». В действительности огни имели совсем иное происхождение. Их причиной были аборигены, которые по ночам разжигали костры, их и увидели участники экспедиции. В 1881 году остров был разделен между Аргентиной и Чили, которые ранее заявили претензии на всю его территорию. Чуть было не дошло до войны. Сегодня его западная часть, 61% острова с населением 8,5 тысяч, относится к Чили, восточная часть, принадлежащая Аргентине, с населением 165 тысяч человек. Площадь острова составляет почти 48 тысяч квадратных километров и примерно 2/3 площади архипелага. Два главных города острова – Ушуайя и Рио-Гранде – находится в аргентинской части острова, его самая высокая вершина – гора Дарвин высотой 2488 метров на территории Чили. На Огненной земле находится самый южный город на планете – город Ушуайя. Стал стремительно набирать известность с 2013 года. На данный момент население города приближается к 100 тысячам человек. Несмотря на низкую температуру в течение года, город остается популярным туристическим центром Аргентины. Также Ушуайя является крупным населенным пунктом Огненной земли. На данной территории действует строгий таможенный режим. Это связано с особенностями природы архипелага. Природный мир Огненной земли удивительный и довольно хрупкий, поэтому незначительные внешние факторы могут повлиять на него. Чтобы предотвратить подобные вмешательства, была создана биотаможня, которая следит за всем привозимыми на архипелаг продуктами питания. Данный остров имеет очень влажный климат и постоянно находится под воздействием юго-западных ветров. Осадки на архипелаге идут практически каждый день. Чаще всего они представляют из себя моросящий дождь. На востоке осадки встречаются намного реже, температура в течение года редко превышает 15 градусов тепла. Маражо – крупнейший остров Бразилии, второй в нашем списке. Длина острова составляет 220 километров. Ширина до 150, площадь 40 тысяч. Это 34-й по величине остров мира, размер которого сравним со Швейцарией и Московской областью. Нередко его называют самым большим в мире речным островом. Строго говоря, это неверно. Северо-восточная часть острова омывается Атлантическим океаном. Самым большим островом, который омывается исключительно речными водами, является остров Бананал, также расположенный в Бразилии. Маражо образован аллювиальными наносами реки Амазонки, сильно заболочен и покрыт густой сельвой. Расположен в расширении ее эстуария. Остров расположен почти на экваторе. На другом берегу южного рукава, называемого Пара, находится крупный город Белен. Остров – одно из немногих населенных мест мира, куда после Первой мировой войны не проник вирус испанского гриппа. И завершает наш топ Фолклендские острова.
или Мальвинские острова. Архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Фактически Фолклендские острова являются британской заморской территорией и важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического океана в Тихий, позволяющим контролировать Южную Атлантику. Права Великобритании на остров оспаривают с Аргентиной, рассматривающей их как часть провинции Огненная земля, Антарктида и остров Южной Атлантики. Аргентинцы называют архипелаг Мальвинские острова. Фолклендские острова состоят из двух крупных: западный и восточный Фолкленд, и около 776 мелких островов и скал. Общая длина береговой линии около 1300 км. Побережье сильно изрезано. Остров Западный и Восточный Фолкленд разделены Фолклендским проливом. Высочайшая точка архипелага – гора Асборн, 700 метров. Климат острова характеризуется как умеренный прохладный. Океанический. Среднемесячная температура меняется от плюс 9 в январе и феврале до плюс 2 в июне и в июле. Среднегодовая температура составляет около плюс 5 градусов. Находится под влиянием мощных холодных течений. Средняя температура воды зимой от плюс 4 до плюс 10, летом плюс 8, плюс 15. Несет большое количество айсбергов, хотя вблизи островов айсбергов встречаются крайне редко. Средний годовой уровень осадков составляет около 570 мм. Уровень осадков постоянен в течение года. Имеется сильная связь с патагонской флорой и фауной. Единственным аборигенным наземным млекопитающим архипелага была фолклендская лисица, которая была истреблена в середине 19 века с началом массовой колонизации. В прибрежных водах обитает 14 видов морских млекопитающих. На островах гнездится большое количество морских птиц, более 60 видов. Среди них чернобровый альбатрос, 60% гнездовий которого находится на Фолклендских островах. Кроме того, на архипелаге гнездятся 5 видов пингвинов. На островах не проживает ни одного вида рептилий, ни одного вида амфибий. Зарегистрировано около 200 видов насекомых, а также 43 вида паука, 12 видов червей. Растительность архипелага представлена злаковыми лугами и вересковыми пустошами. Имеется 363 вида сосудистых растений, 21 вид папоротников и 278 видов цветковых. Флора и фауна архипелага были сильно изменены в ходе колонизации. Сегодня почти все территории островов используются в качестве пастбища для овец. Ввезенные виды растений и животных наносят ущерб местной флоре и фауне. Европейцы не обнаружили на острове коренного населения, однако в древности они могли посещаться огнеземельцами. Во второй половине 19 века на островах архипелага Каппел и Пеббл были обнаружены орудия и следы поселения, оставленные морским племенем Ягана с Огненной земли. В настоящее время острова остаются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. По данным переписи 2016 года, население Фолклендских островов составляет 3200 человек. Сегодня экономика архипелага зависит главным образом от овцеводства. Более 80% территории острова занимает пастбище. Согласно статистике островного правительства, на Фолклендском архипелаге имеется около полумиллиона овец. Теперь немножко о реках. Амазонка, самая полноводная река на Земле, протекает по Южной Америке. Занимает у нас первое место. Длина Амазонки является дискуссионным вопросом. По различным измерениям составляет от 6400 км до 7100 км. Амазонка со своим длиннейшим истоком претендует вместе с Нилом на статус самого длинного водотока в мире, а также является крупнейшей в мире рекой по площади бассейна и полноводности. Площадь бассейна с учетом притока Токантис 7200 квадратных километров, что, например, в 2 раза больше Конго. Протекает в основном по амазонской низменности, близ экватора. Амазонка впадает в Атлантический океан, образуя одну из самых больших в мире дельт, включающуюся одну из самых больших в мире речных островов Маража. Максимальная ширина дельты Амазонки достигает, внимание, 325 километров. Это, например, больше, чем по прямой от Санкт-Петербурга до Хельсинки. Среднегодовой расход воды 7280 кубических километров. Это составляет 18% общего стока всех рек, впадающих в мировой океан. При подъеме воды река затопляет обширные пространства, образуя непроходимые болота. На огромном пространстве обитает более миллиона самых разных видов растений и животных. И эту местность без преувеличения можно назвать мировым генетическим фондом. Многих видов даже не описаны и не идентифицированы. Весь год температура колеблется в пределах 25-28 градусов, и даже ночью не опускается ниже 20. Дождевые осадки тут необыкновенно обильны, их годовая сумма составляет от 2 до 4 тысяч мм. Внутри леса безветренно, сквозь густые листья и переплетения лиан под кроны деревьев проникает мало света, а буйная растительность затрудняет передвижение, полностью лишая ориентации. Чтобы переместиться даже на небольшое расстояние, часто нужно прорубать дорогу. Вблизи реки часто можно встретить капибару, самого крупного в мире грызуна. На протяжении всей Амазонки через нее нет ни единого моста. Площадь бассейна сопоставима с площадью Австралии. Вторая по длине река в Южной Америке – Парана,
протекает в южной части континента по территории Бразилии, Парагвая и Аргентины. Длина 4876 километров, площадь бассейна 2,5 миллиона квадратных километров. Впадает в залив Ла-Плата Атлантического океана, недалеко от города Буэнос-Айреса. По реке проходит государственная граница между Парагваем и Аргентиной. Парана образуется на территории Бразилии в южной части бразильского плоскогорья в результате слияния рек Паранаиба и Рио-Гранди. На левом притоке находится известный водопад Игуасу высотой 72 метра. Питание реки главным образом дождевое. Осадки на большей части бассейна реки составляют около 1000–2000 мм в год. Уровень воды неравномерный, часто случаются паводки и наводнения. На реке построено 29 крупных дамб и планируется еще 4. На берегах располагается Буэнос-Айрес, столица Аргентины, и Монтевидео, столица Уругвая. Первым из европейцев устье реки посетил в 1515 году испанец Хуан Диас де Солис, после чего в 1520 году здесь побывал Фернан Магеллан в ходе первого кругосветного плавания. Ну и третьей рекой является Мадейра, крупнейший приток Амазонки. Длина реки 3352 километра. Образуется слиянием рек Маморы и Бени на границе Боливии и Бразилии. Участок реки протяженностью около 100 километров представляет собой государственную границу между этими государствами. Далее река течет на северо-восток по территории бразильских штатов. В верховьях реки количество осадков 800 мм в год. В нижнем течении 2400 мм. Питается в основном дождевыми осадками, частично снеговыми. Сезонные колебания уровня воды достигают 12 метров. Название реки от португальского «Мадейра» – древесина, дерево. На всем своем протяжении течет по амазонским джунглям, судоходно от города Порту-Велью. В Мадейре обитает амазонский дельфин. Из озер самым крупным является Маракайбо, озеро Лагуна в Венесуэле. В северной части мелководно, в южной глубина достигает 250 метров. Берега низменные, заболоченные. На севере озеро мелким проливом глубиной в 3 метра соединяется с Венесуэльским заливом. Питается водой из множества ручьев и рек, крупнейший из которых Кататумба. Маракайбо – самое большое озеро в Южной Америке, его площадь равна 13 тысяч квадратных километров. Это также одно из древнейших озер на Земле, по некоторым оценкам второе по древности. На берегах озера проживает почти четверть населения Венесуэлы. В 1499 году Алонсо де Охеда обнаружил озеро Маракайбо и дал стране название Венесуэла – Маленькая Венеция. Название озеру дано в период колонизации по имени местного вождя, которого звали Мара. Вторая часть Кайба означает «земля», таким образом переводится как «земля Мары». Через озеро Маракайбо лежит морской путь для двух портов – Маракайбо и Кабимос. В бассейне озера Маракайбо имеет большие запасы нефти, вследствие чего оно служит источником благосостояния Венесуэлы. Специально прорытый глубокий канал в озере позволяет заходить туда океанским судам. 8-километровый мост генерала Рафаэля Орданетте, строительство которого завершено в 1962 году, перекинутый между берегами пролива, является одним из самых длинных мостов в мире. Озеро знаменито уникальным природным явлением, известным под названием молнии Кататумба. Молниями, непрерывно возникающими в течение длительного времени в районе впадения рек Кататумба в озеро. Несколько деревень, построенные прямо на озере, на сваях, до сих пор существуют в южной и юго-западной части озера. Эти деревни отрезаны от благ современной цивилизации. Население вымирает и страдает от многих болезней. Патус – мелководное озеро, расположено на побережье в штате Рио-Гранди-де-Сул, на юге Бразилии. Является самой крупной лагуной в мире. В длину протянута на 241 км, имеет максимальную ширину 48 км. Общая площадь 10 140 квадратных километров. Средняя глубина составляет всего 5 метров, наибольшая около 10. Отделено от Атлантического океана песчаной косой. В северо-западной части находится город Порту-Алегре. На озере развито рыболовство, судоходство. Ну и третьим очень интересным озером в Южной Америке является Титикака, самое большое по запасам пресной воды. Часто называют высочайшим в мире судоходным озером. Находится в Андах на плоскогорье Альтиплана на границе Перу и Боливии. Крупнейший город Пуно на западном берегу. Вокруг озера и на островах находится множество поселений народов Аймара и Кечуа. Часть населения живет на плавучих тростниковых островах Урос. Озеро состоит из двух почти отдельных суббассейнов, соединенных проливом Тикина, ширина которого составляет 800 метров. В самой узкой точке. Большой суббассейн Лаго Гранде, так называемый Лаго Чукита, имеет среднюю глубину 135 метров и максимальную глубину 284. Площадь зеркала 8372 квадратных километров. Температура воды в середине озера практически неизменная и составляет около 10-12 градусов по Цельсию. Но у берегов озера нередко замерзает ночью. В озеро впадает более 300 рек, стекающих с ледников, окружающих альтиплана, имеет 41 остров, некоторые из которых густо населены. Исследования
Исследование геологии Анд, фауны и химического состава озера и других водоемов показало, что около 100 миллионов лет назад Титикака находилась на 3750 метров ниже, чем сейчас, и была морским заливом. До сих пор на склонах гор остались следы морского прибоя, а на берегах ископаемые остатки морских животных. Ихтиофауна озера фактически очень бедна и является типично пресноводной. Водные растения озера отличаются малым разнообразием. Загрязнение воды также вызывает все большую беспокойность, поскольку города вокруг озера растут, иногда опережая инфраструктуру по переработке твердых отходов и очистных сооружений. По данным Глобального природного фонда, биоразнообразию Титикаки угрожает загрязнение воды и появление новых видов антропогенных загрязнений. В 2012 году фонд номинировал озеро к званию «Озера года» под угрозой исчезновения. Спасибо за просмотр. Если было интересно или остались какие-то вопросы, пишите комментарии. Всем пока.